вечером мы прогуливались по этому месту, которое находится между высокими горами. И мы зашли в так называемый культурный центр. Там шел показ фильма, который называется The Lamb. Говорят, что он выиграл там какой-то приз на Каннском фестивале в этом году. И это большая редкость для Исландии. Но на фильм мы так и не остались. Но интересно то, что в этом маленьком городке, в котором живет всего, внимание, 7 сотен людей, есть культурный центр, где показывают кино, где иногда живая музыка, концерты. И вот сегодня, в субботу утром, там маркет. И поскольку 2 предыдущих дня были довольно сложными, сегодняшняя программа будет урезана. Мы направляемся сразу в геотермальные источники. И сейчас мы остановились просто на обочине, чтобы записать это видео. И я сейчас наблюдаю вот зачем. Итак, день 7, прибыли к геотермальным источникам. За бортом настолько ветрено, что я решил записать пару слов, находясь в машине. По описанию это марсианский пейзаж. Ну, сейчас будет возможность увидеть почему. Вот к этому всему можно добавить то, что очень сильно в воздухе пахнет серой, но, в общем-то, эти источники менее впечатляющие, чем те, которые были в первый день. В 6 минутах от места, которое только что вы видели, от геотермальных источников, другие геотермальные источники, на которые можно не только посмотреть, но в которых можно еще и поплавать. Когда в красивых местах, которые тебя впечатляют, находишься, вспоминаешь так или иначе о людях, которые тебе дороги, которых ты любишь. Вот я здесь, в этом месте, подумал о своих родителях. Если вдруг вы будете смотреть это видео и будете принимать решение о том, поехать ли в Исландию или нет, я думаю, что такой вид отдыха вам обязательно понравится. Вот. И в этом месте, кроме вот этого озера природного происхождения, еще и сауны есть. И о высоком качестве и уровне сервиса говорить вообще не приходится. Это Исландия. Парочка кадров из ресторана, где вся пища очень настоящая и натуральная. Доброе утро. День 8. За моей спиной деревянные домики, в которых мы останавливались на ночь. Населенный пункт называется Миватен. Сегодня предстоит проехать около 300 километров. Мы уже на северном побережье. Двигаемся на запад. Сегодня по плану северные фьорды.
черные скалы исчезают в белой пене океана. Просто осыпаются под действием ветра и воды. Поэтому в следующий раз, когда сюда приедешь, можно увидеть совсем другую форму их. Или не увидеть их вовсе. Сегодня по плану мы должны оказаться в Рейкьявике вечером. Вот, и за один день снова делаем два, потому что сегодня по плану было попадание на один северный маленький остров, но в октябре туда экскурсии не ездят. Поэтому сегодня нужно увидеть много мест. Отправляемся рано утром, а к вечеру уже окажемся в Рейкьявике, и завтра вечером рейс домой. Первый пункт за моей спиной. Эта гора по форме напоминает конусообразную шляпу волшебника. Дорога сюда выглядит очень живописно. Как будто бы снимали кино, какой-нибудь «Властелин колец» или «Игру престолов» и просто забыли убрать декорации. Красиво настолько, что захватывает дух. Что не каждый день увидишь. Сзади меня два водопада, и вода даже не падает вниз. Ветер настолько сильный, встречный, что вода распыляется тут же, и такое ощущение, что она уходит вверх. Еще один пляж, на этот раз песчаный, что является вообще редкостью для этих мест. Очень интересное место. Здесь повсюду разбросаны металлические ржавые останки судна, которое погибло в 1948 году. Английское судно. И только 5 из 19 членов команды спаслись. Вот это, пожалуй, последняя такая природная точка для посещения. Круг замыкается. Начали движение мы с Рейкьявика на юг, потом по южному побережью на восток, восточные фьорды, потом на север, северное побережье. Оно тоже очень красивое, но, наверное, менее впечатляющее, чем южное побережье и восточное. И вот мы уже на западном побережье сейчас. Осталась еще одна точка перед Рейкьявиком. Это порт, небольшой городок, где мы отобедаем, и к вечеру после обеда уже будем в Рейкьявике. А вот это получается последнее место перед этим городком. Маяк, самая западная точка острова. И выглядит это вот так.
подходит к концу путешествие 10-дневное по Исландии. Сегодня крайний день в Рейкьявике. Погода прекрасная. За 10 дней объехали, получается, по периметру весь остров. 2 дня посвятив маленькому островку на юге Исландии Вестменейр. С погодой повезло очень. Там было очень красиво. Очень много красивых мест удалось увидеть. Количество водопадов просто зашкаливает. Возле некоторых уже даже не останавливались. Впечатлений хватит надолго, это точно. Но, если честно, уже сегодня утром за завтраком поймал себя на мысли: так, а что там дальше, собственно? Что там есть в приложении T-Travel у Артема? Что хотелось бы еще увидеть? Новая Зеландия, Австралия, Канада, Штаты, Латинская Америка, может быть. В общем, аппетит приходит во время еды. Путешествовать — это прекрасно.